Купили две форели, примерно по 2 килограмма каждая. Она оказалась с икрой. Мы на радостях решили ее засолить. В итоге вышло полкилограмма свежей, чистой, вкусной икры без консервантов. Заодно покажу наш способ, как можно быстро это сделать. И самое главное, как правильно промыть икру перед засолкой. И первое, что нужно сделать, это сварить тузук. Это раствор воды с солью, с помощью которой потом нужно промыть икру и засолить ее. И очень важный момент. Почему тузук должен быть очень крутой, очень соленый? Чуть дальше я это объясню. Доводим до кипения 1,5 литра воды и добавляем туда самую обычную, самую дешевую соль. Самое главное, чтобы она была без добавок, не йодированная и желательно крупного помола. В кипящую воду я сначала добавил полкилограмма соли, но забегая вперед, скажу, этого оказалось мало. Добавленную соль нужно тщательно перемешивать, чтобы соль растворялась в воде. И теперь самый главный вопрос. Как же узнать, что наш тузук готов? На самом деле все очень просто. Нам нужно постоянно мешать наш раствор и смотреть, растворилась вся соль или нет. Если вся соль растворилась, то тузук еще не готов и нужно еще добавить соли. В моем случае так и получилось. Видите, соли нет на дне, она вся растворилась в воде, поэтому я еще добавляю 200 грамм соли. В итоге получилось у меня 700 грамм на 1,5 литра воды. Все это еще раз хорошо перемешиваем. И дайте нашему тузуку снова закипеть. После того, как он закипит, начинайте его опять мешать ложкой и смотреть, что произойдет с солью. И видите, вот сейчас соль уже не растворяется. И сколько бы вы ни кипятили сейчас тузук, всегда на дне будет соль. Все. Если соль не растворяется, тузук готов. Осталось только убрать то, что всплыло на поверхность в виде пенки. А теперь вернусь к тому вопросу, зачем же нам нужен такой крутой раствор тузака? Все-таки, друзья, в сырой рыбе могут встречаться личинки гельминтов, нематоды, ленточные черви. И такой концентрированный соляной раствор поможет избавиться нам от возможных паразитов. А для ценителей своего здоровья, я думаю, это вопрос немаловажный. И теперь второй очень важный момент. Как правильно промывать икру? Некоторые промывают ее холодной водой или теплой водой, или слегка подсоленной. Но ни в коем случае так не делайте, потому что таким образом вы испортите окончательный продукт. И сейчас я вам покажу почему. Итак, я беру чистую воду и помещаю туда небольшое количество икры. Видите, что происходит? Белок, который есть в икре, сразу же свернулся и превратился в такие белые ошметки. Поэтому ни в коем случае так не делайте. Не промывайте икру просто водой, потому что так вы испортите ее. Разведите уже готовый тузук наполовину с водой. Это получается жидкость для промывки нашей икры. И смотрите, я помещаю сюда для сравнения небольшое количество непромытой икры. И что мы видим? Белок не сворачивается. Соль сворачивает всю слизь на себя. И в итоге мы получаем чистую икру. Наполовину разбавленный с водой тузук заливаем нашу икру и тщательно это все перемешиваем ложкой в течение 15-20 секунд. Потом выливаем через сито и повторяем эту процедуру. Белок у нас не свернулся, а на выходе мы получили чистую икру. Для того, чтобы дополнительно дезинфицировать икру, мы используем озонатор. В слегка подсоленной воде в течение 15 минут мы озонируем икру. Вообще, озонатор — это отдельная тема для обсуждения. Если вы хотите, то напишите в комментариях, мы сделаем обзор этого аппарата, для чего он применяется, в каких целях, как, когда. Но поверьте, что для тех, кто ценит свое здоровье, это очень необходимая вещь. Что ж, наступило время, чтобы посолить нашу икру. Мы берем наш концентрированный тузук, заливаем икру и перемешиваем ее в течение 10 секунд. Прямо посчитайте до 10
Этого достаточно, осталось только слить через сито воду. Следующий этап. Берем обычную марлю, чистую сухую марлю. Только не берите ее стерильную, потому что ее чем-то пропитывают. И таким образом из сита выкладываем икру в марлю, и теперь мы будем ее катать. Все-таки икра еще до конца не очищена, в ней могут оставаться маленькие частицы сукровицы или лопнувшие икринки, их называют лопанцы. Поэтому берем марлю и катаем икру, перекатываем ее слева направо. Как вы заметите, на марле остались частицы сукровицы. И это можно повторить несколько раз. В итоге получаем чистую икру, выкладываем ее снова на марлю и таким образом ее закрываем, чтобы она не обветрилась, и оставляем в прохладном месте на ночь или на несколько часов. Какая аппетитная икра получилась! Постарайтесь ее съесть за 2 дня, ну максимум за 3, потому что она без консервантов и может испортиться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита, будьте здоровы!